Отличный день для того, чтобы заглянуть чуть выше облаков. Добро пожаловать на наш новый разбор. Сегодня мы сталкиваемся с одним из самых интригующих противоречий нашего времени. С одной стороны, сухая физика атмосферы, с другой — сверхпопулярные теории о таинственных химиотрассах. Ну а где-то посередине прячется совершенно реальная, задокументированная история военных программ по управлению климатом. Будем разбираться, что к чему, опираясь на строгие факты, науку и рассекреченные архивы. План у нас довольно насыщенный. Пройдемся от странных следов в небе и атмосферной физики к истории климатического оружия. Затронем амбициозные планы военных по контролю над погодой, обсудим новые угрозы геоинженерии и, наконец, разберем то, как все это влияет на глобальную безопасность. Собственно, давайте сразу перейдем к самому горячему вопросу, к теориям, которые рождаются прямо у нас над головой. Наверняка многие обращали внимание на эту странность. Обычный конденсационный след от летящего самолета — это такой короткий белый хвостик, который тает буквально за 2-3 минуты. Но иногда происходит нечто иное. След висит часами, постепенно расползаясь и превращаясь в густые перистые облака, затягивающие все небо сплошным одеялом. И именно эта невероятная стойкость заставляет людей искать скрытые смыслы. И тут на сцену выходят исследователи вроде Николая Субботина. Концепция химиотрасс охватывает массу пугающих деталей. Утверждается, что в этих стойких следах распыляются соли бария, стронция и оксиды алюминия. И знаете, это берется не на пустом месте. Сторонники теории опираются на реальные исторические инциденты. Например, на рассекреченные данные о том, как в Великобритании в 40-х годах военные действительно в качестве эксперимента распыляли цинк и кадмий. Добавьте к этому странные субстанции вроде так называемых волос ангела, падающих с небес, и получите готовый фундамент для гипотез о глобальной депопуляции, концепции золотого миллиарда и даже о связи распылений с современными вирусами. Звучит жутковато, согласитесь, но давайте посмотрим на это через призму строгой физики атмосферы. Существует так называемая теория Эпплмана, которая четко описывает, когда и почему появляются инверсионные следы. Условия там весьма жесткие. На высоте около 9500 метров, где температура падает ниже минус 40 градусов, горячий выхлоп двигателей встречаются с ледяным воздухом. Микроскопические частицы сажи и серы из реактивного топлива работают как крошечные магниты для влаги. Ученые называют их ядрами конденсации. Влага моментально замерзает на них, и мы видим ту самую белую полосу. А вот теперь самое интересное. Ответ на вопрос, почему одни следы исчезают, а другие висят часами. Все дело в пересыщении по льду. Это такое состояние атмосферы, когда влажность превышает 100%. В этих условиях ледяные кристаллы выхлопа не испаряются. Наоборот, они начинают жадно впитывать лишнюю влагу из окружающего воздуха, разрастаются и могут висеть в небе до 24 часов, образуя антропогенные перистые облака. Визуально это 100% совпадает с тем, что называют химиотрассами, но физика дает этому совершенно естественное объяснение. Хорошо, с облаками разобрались, но почему вообще у общественности возникает такое недоверие? Разгадка кроется в реальной истории. Если заглянуть в прошлое, эволюция технологий воздействия на природу просто поражает. Еще в 1947 году был проект «Сирус» — попытка засевать облака сухим льдом. Затем ВМС США запустили амбициозный проект Storm Fury, где с помощью ядида серебра долгие годы пытались искусственно ослабить разрушительную силу ураганов. То есть эксперименты шли полным ходом, а во время войны во Вьетнаме они переросли в реальное боевое применение. И вот тут мы подходим к операции «Папайя». У 54-й эскадрильи метеоразведки был весьма циничный и неофициальный девиз «Делай грязь, а не войну». Начиная с 1967 года американская авиация систематически распыляла йодид серебра и свинца над тропой Хошимина. Зачем? Чтобы искусственно продлить сезон муссонов. Мощные ливни должны были размыть дороги и отрезать противника от снабжения. Погода буквально стала оружием массового воздействия. Естественно, на этом военные стратегии не остановились. Взгляды устремились в будущее. В 1996 году появляется рассекреченный ныне доклад ВВС США с громким названием «Погода как умножитель силы. Владение погодой к 2025 году». Это абсолютный краеугольный камень в понимании климатических стратегий. Доклад переводит погоду из разряда непредсказуемых внешних факторов в статус решающего оружия для достижения беспрецедентного превосходства и тотального контроля над полем боя. Только вслушайтесь в то, что там предлагалось. Искусственный интеллект для управления метеорологическими операциями в реальном времени, распыление углеродной пыли, модификация ионосферы для глушения связи противника и, что самое интересное, использование умных наноматериалов и аэрозолей для точечного создания или рассеивания облаков.
Собственно, именно упоминание аэрозолей и нанотехнологий в реальных военных планах и служит мощнейшим топливом для современных страхов о химиотрассах. Но сегодня фокус смещается. Теперь мы говорим не только о локальных конфликтах, но и о геоинженерии в планетарном масштабе. Один из таких современных инструментов — метод управления солнечной радиацией, или СРМ. Идея звучит как научная фантастика. Давайте выбросим в стратосферу миллионы тонн аэрозолей, чтобы они работали как гигантский отражатель солнечных лучей и охладили закипающую планету. Но риски тут просто колоссальные. Такое искусственное зеркало может легко сломать глобальные погодные механизмы, сместить жизненно важные муссоны и оставить целые регионы без урожая, что в первую очередь ударит по мирному гражданскому населению. Плюс возникает так называемый моральный риск. Задумайтесь, если правительство и корпорации решат, что можно просто попшикать аэрозолями в небо и охладить планету, кто захочет тратить триллионы на реальное сокращение углеродных выбросов? Это создает опасную иллюзию легкого выхода, маскируя проблему, а не решая ее. Возникает логичный вопрос: неужели эту сферу никто не контролирует? Давайте посмотрим на международное право. На самом деле законодательство пыталось успеть за технологиями. Когда в 1971 году операция «Папай» стала достоянием общественности, разгорелся огромный скандал. Это привело к быстрому подписанию конвенции НМОД в 1977 году. Она строго запретила использование влияния на окружающую среду во враждебных целях. А в 2010 году добавился мораторий Конвенции о биологическом разнообразии, чтобы не допустить опасных односторонних экспериментов по геоинженерии. И тем не менее, эксперты бьют тревогу. Технологии вроде распыления стратосферных аэрозолей становятся относительно дешевыми. Это означает, что даже одно небольшое государство или крупная частная корпорация может решить остудить Землю по своей инициативе. Подобный нерегулируемый сценарий способен мгновенно разрушить доверие между ведущими мировыми державами и превратить климатические технологии в невероятно опасный инструмент геополитического давления. Вот такой получается путь. От простых загадок в небе и ледяных кристаллов до секретных военных операций и масштабных геоинженерных проектов. И главный вопрос, который остается с нами: смогут ли старые договоры вроде конвенции НМОД сдержать амбиции в эпоху, когда искусственный интеллект и наноматериалы стирают грань между наукой и новым видом климатического оружия будущего? Есть над чем серьезно подумать в следующий раз, когда посмотрите на небо. Спасибо, что были с нами на этом разборе, и до новых встреч!